Наркотики, алкоголь, женщины и гулянки – это лишь краткий список искушений, которые сваливаются на плечи известных футболистов. Я расскажу про самые показательные случаи, когда парни теряли все из-за своих пагубных привычек. От пьянства на тренировках до сильнейшей наркотической зависимости и драк с главным тренером. А в конце будет самый жуткий случай, когда известнейший вратарь прикончил свою любовницу, чтобы об их связи никто не узнал. Румынский форвард Адриан Муту ярко проявил себя, играя за «Динамо» из Бухареста, что стало толчком к переходу в престижный чемпионат Италии. Его талант не остался незамеченным, и в Парме Адриан продолжил блистать, пока не привлек внимание Жозе Моуриньо из Челси. Однако переезд в Британию стал началом проблем для игрока, сначала с алкоголем, а затем и с кокаином. Муту не смог справиться с внезапной славой, неправильно распорядившись деньгами и статусом в обществе. В результате он был исключен из Челси. Пытаясь восстановить себе имя и вернуться на прежний уровень, румынский футболист не смог добиться успеха ни в Ювентусе, ни в Фиорентине. В 2010 году он повторно столкнулся с проблемой наркотиков. Стало очевидно, что для Муту важнее было удовольствие, нежели сам футбол. Трансфер бразильца Сисиньо в мадридский Реал оказался одним из самых ошибочных за всю историю клуба. Хотя можно понять логику руководства клуба. До переезда в Испанию этот правый защитник показал себя весьма убедительно на родине, став одним из ключевых игроков в Сан-Паулу. Однако в период выступления за «Галактикос» бары и вечеринки стали для него интереснее, чем тренировки на стадионе Сантьяго-Бернабеу. Поэтому и за «Реал» он сыграл только 26 матчей. Но у парня был шанс реабилитироваться, когда Рому посетила мысль о том, что Сисиньо может стать надежным игроком на позиции правого крыла обороны. Но вновь алкоголь и отсутствие дисциплины. В итоге парень вернулся в Бразилию, навсегда забыв про топовые европейские клубы. Голландский футболист Энди ван дер Мейде играл за Аякс, Интер и Эвертон, а также выступал за ряд местных клубов. В 2005 году после переезда в Англию Энди столкнулся с проблемой наркотиков. Переезд оказал сильное воздействие на него, и, как сам Энди признался позднее, переход в Эвертон стал для него большой ошибкой. Парень чувствовал себя не в своей тарелке, разбавляя стресс наркотиками. Он осознал, что все это может закончиться очень плохо, поэтому ван дер Мейде решил скорее вернуться домой. Несмотря на попытки начать новую трезвую жизнь, уровень игры у Энди уже не вернулся на прежний высокий уровень. Для Адиля Рами весь мир перевернулся, когда Памела Андерсон объявила о завершении своих отношений с ним. Пара была вместе несколько лет. Но проблема была не просто в расставании. Девушка обвинила его в изменах и назвала монстром. В ответ на это обвинение Адиль высказал мнение, что Памела написала свой пост под влиянием слишком сильных эмоций. Он утверждал, что поддерживал лишь платонические отношения с матерью своих детей Сидани Бьеман, никогда не изменял и является вполне миролюбивым человеком. Памела Андерсон сделала ответный шаг, опубликовав на своем официальном сайте переписку с Сидани, в которой раскрываются ужасные детали их отношений с футболистом. По ее словам, Адиль неоднократно насиловал и избивал ее, оскорблял, и в результате однажды пришлось обращаться в больницу. Как можете догадаться, реакция общества не заставила себя ждать, а Рами фактически был вынужден уйти на пенсию. Гаринча – поистине великий бразильский футболист. Его имя стало легендой в мире футбола, и если бы не было Пеле, возможно, его бы прозвали королем этой игры. Талант Гаринчи был поразительным, но его беззаботный образ жизни вызывал удивление даже фанатов. Он тратил все свои заработанные деньги в барах, веселясь с друзьями и не обращая внимания на будущее, несмотря на то, что у него было несколько детей. Этот великий чемпион мира скончался в нищете от цирроза печени, не дожив до 50 лет. Достаточно грустный финал для футбольного гения, чьи талант и страсть к игре остались в памяти многих поклонников этой игры. Брено Боржес был исключительно талантливым бразильским защитником, гибким, надежным и умело выбирающим свою позицию на поле.
Его физические данные также впечатляли, делая его достойным наследником Лусио в Баварии. Однако его чрезмерное увлечение алкоголем сыграло ключевую роль в крахе его карьеры. Вместо перспективного футболиста он превратился в человека, одурманенного пороком. В сентябре 2011 года Брена оказался в больнице после пожара, который произошел в его доме. Следствие выявило, что футболист был пьян, и у него в голове зародилась идея поджечь дом, чтобы получить страховку. Немецкая полиция, в свою очередь, решительно отреагировала на подобные махинации, и Брена был приговорен к 3 годам и 9 месяцам тюремного заключения. Велитан Саарас был основной надеждой для российского «Спартака». Он дважды становился лучшим бомбардиром российского чемпионата. Однако у бразильского игрока всегда была склонность к развлекательной жизни. От русских девушек у парня сорвало голову. Велитана часто видели в ночных клубах Москвы. Даже очень терпеливому тренеру Валерию Карпину надоело проводить с ним беседы на эту тему. В итоге терпение руководства красно-белых иссякло, и форвард был исключен из команды, так и не проявив себя должным образом. Гарри О'Коннор – шотландец, который успел отличиться в России и Европе. Точная дата начала его употребления наркотиков неизвестна, но в 2009 году он столкнулся с последствиями. В то время он выступал за Бирмингем. Инцидент с проваленным допинг-тестом и дисквалификацией был замаскирован как травма, договоренностью между игроком и клубом. О'Коннор был отправлен на обязательное лечение в наркологический центр США, но, к сожалению, это мало помогло шотландскому футболисту. В 2011 году его вновь поймали за употреблением кокаина. Ему было назначено 200 часов общественных работ, на чем его футбольная карьера окончательно прервалась. В 2007 году бразильский талант Алешандре Пато ворвался в европейский футбол, подписав контракт с Миланом. Ему тогда было всего 18 лет, но уже в первом сезоне он поразил всех, забив 9 голов и завоевав сердца болельщиков, тренеров, а также дочери владельца клуба, влиятельного Сильвио Берлускони. Сложно определить, на какие выгоды рассчитывал футболист, но после начала романтических отношений с Барбарой Берлускони у него начались серьезные проблемы в футболе. Во-первых, он стал подвержен частым травмам, из-за которых проводил больше времени на лечении, чем на поле. В течение 2 сезонов он забил всего 1 гол. Во-вторых, его отношения с партнерами в команде ухудшились, так как они понимали, что он больше не часть коллектива, и при его присутствии нельзя было высказывать свои мысли открыто. Как итог, главный тренер Милана, Массимилиано Аллегри, вынужден был потребовать трансфер игрока. Пато вернулся в Бразилию, так и не достигнув больших высот в Европе. Адриано Рибейро – бразильский футболист, который обладал всеми качествами, необходимыми успешному нападающему. Скорость, отличная техника и поразительная физическая сила. В итальянской серии А и в составе национальной сборной он стал настоящим открытием, установив личный рекорд – 51 матч и 31 гол. Ему пророчили будущее, как у соотечественников Ромарио и Роналдо. Однако у Адриано было слишком много искушений в жизни. Он часто являлся на тренировке пьяным и уставшим после ночных посиделок в клубах. И в Европе попросту не захотели связываться с постоянно подвыпившим футболистом. Его последний контракт был заключен с родным для него клубом – бразильским «Фламенго», который был его юношеской любовью. Диего Марадона, великий аргентинский футболист, стал, несомненно, уникальной личностью в мире футбола. Он был кумиром для миллионов, обладателем не только уникального таланта, но и руки бога. Его победы как в составе сборной Аргентины, так и в клубах Наполи и Барселоне принесли ему невероятную популярность и почитание. Однако по мере приближения к концу своей футбольной карьеры Марадоне стало все сложнее находить мотивацию для сохранения своей формы. Он пристрастился к крепким алкогольным напиткам и тяжелым наркотикам. Заключительные годы его игровой карьеры омрачились бесконечными скандалами, частыми выпивками и случаями употребления наркотиков. За ним просто сновали репортеры, чтобы успеть запечатлеть звезду футбола под кайфом.
После завершения своей игровой карьеры Марадона прошел курс лечения, избавился от наркотической зависимости и даже в 2010 году возглавил сборную Аргентины на чемпионате мира в Южной Африке. Но, как говорили близкие, до самой смерти он боролся с желанием, чтобы не сорваться вновь. Пол Гаскойн – футбольная звезда Англии. Он был необычайно талантливым игроком, прославившимся на чемпионате мира 1990 года и на Евро 1996. Гаскойн считался золотым мальчиком английского футбола своего времени, но через 2 года после блестящего выступления его исключили из сборной из-за чрезмерного употребления алкоголя. К этому времени также стало известно о его пристрастии к наркотикам, что стало началом темного периода для яркой карьеры этого игрока. Газа, как прозвали Пола Гаскойна, стал менять клубы чаще, но его проблемы с наркотиками и алкоголем не позволяли ему полноценно проявить свой талант в новых командах. Джордж Бест – один из величайших футболистов 60-х годов. Он запомнился не только своими спортивными достижениями, но и вредными привычками. Его знаменитая цитата «В 1969 году я завязал с женщинами и алкоголем. Это были худшие 20 минут в моей жизни», стала отражением его философии жизни. Как говорили свидетели, Бест был склонен к выпивке и курению сигарет даже на тренировках и в перерывах матчей. Тем не менее, североирландец оставался настоящим профессионалом в футболе. Он отлично понимал, когда стоит остановиться и как контролировать свои привычки. Это позволило играть ему на достаточно высоком уровне. Ничего же страшного, если хороший игрок перекурит во время перерыва. Марио Балотелли, итальянец с ганскими корнями, был одним из тех футбольных талантов, которым все пророчат великое будущее. Но реальность оказалась немного иной. Он оставил свой след в футболе в основном из-за скандальных ситуаций. По мнению европейской прессы, Супер Марио был постоянным участником скандалов, независимо от того, в какой стране он играл или за какой клуб выступал. Его выходки вызывали широкий резонанс. Иногда под действием алкоголя или наркотиков он вел себя очень странно. Однажды, заскучав на тренировке, он начал метать дротики для дартса прямо в футболистов молодежного состава. К счастью, все обошлось без жертв, но за это ему пришлось заплатить штраф в 100 000 фунтов. Или взять случай с поджогом своего дома во время шумной вечеринки с использованием фейерверка, когда ему захотелось сделать праздник поярче. Да уж, за время, проведенное в Манчестер-Сити, Балотелли вступал в драки с 3 одноклубниками и главным тренером команды Роберто Манчини. Тони Адамс, бывший капитан Арсенала из Лондона, тоже в прошлом сталкивался с проблемой алкоголизма и дебоширства. Однако в 1996 году он сделал открытое признание о своей зависимости и решил активно бороться с этой проблемой. Он посвятил свою жизнь помощи другим, чтобы молодые парни, на которых свалилась слава и деньги, не падали на самое дно, чтобы помочь молодым футболистам избежать подобных ошибок. На текущий момент он работает тренером в китайском клубе и, не стесняясь, говорит о своем пьяном прошлом. Юлиано, итальянский защитник, наиболее известен своим 9-летним выступлением за Ювентус, где он завоевал все возможные титулы, за исключением Лиги чемпионов. Наиболее шумным и негативным эпизодом в его карьере стал случай, когда он выступал за Равенну. В это время он попался на допинг-тесте, где признал свою вину в употреблении кокаина. Футболист открыто признал свою ошибку и подтвердил факт употребления этого наркотика. Федерация футбола Италии изначально приняла решение о дисквалификации Юлиано на 2 года за нарушение антидопинговых правил. Однако позже было принято решение сократить этот срок до 2 месяцев. Но карьеру это не помогло спасти. Ведущие клубы не рисковали связываться с этим футболистом. Но иногда наркотики становятся не причиной конца карьеры, а ее следствием. Бразильский нападающий Валтер Казагранде достиг пика своей карьеры в конце 1980-х годов. В то время он играл за национальную сборную и переходил из нескольких бразильских клубов, а также пытался закрепиться в составе португальского клуба Порту, но без особого успеха. Проблемы с наркотиками у Казагранде начались после завершения его игровой карьеры.
В 2007 году он признался в зависимости от кокаина и прошел 7-месячный курс профилактики. Сам футболист утверждал, что стал зависимым от наркотиков из-за отсутствия адреналина и эмоций, которые он испытывал на футбольном поле. В 2007 году итальянский вратарь Анджело Паготта, выступивший за клуб серии Б Кротоне, ранее игравший за такие клубы как Сампдория и Милан, а также за молодежную сборную Италии, был наказан 8-летней дисквалификацией из-за употребления кокаина. Дисциплинарный комитет итальянской лиги объяснил такой длительный срок наказания тем, что у Паготта уже ранее имелись случаи уличения в употреблении наркотиков. Как можете догадаться, больше он не вернулся в профессиональный спорт. Марк Боснич, признанный лучшим вратарем Океании 20 века, оказался в центре скандала в 2003 году, когда был уличен в употреблении кокаина и изгнан из клуба Челси с большим скандалом. Этот инцидент привел к получению им 9-месячной дисквалификации и подрыву его репутации в мире футбола. Сам Боснич утверждал, что кокаин был подмешан в его коктейль без его ведома. Это произошло в период, когда не только он, но и другие игроки провалили тесты на наркотики. Но парню не удалось доказать свою правоту, и его карьера пошла под откос. Бразильский вратарь Бруно Фернандес, ранее капитан клуба «Фламенго», оказался в центре скандального инцидента, который серьезно повлиял на его карьеру. В 2010 году он был обвинен в убийстве своей любовницы по имени Элиза Самудио. Этот случай привел к тому, что клуб немедленно расторг контракт с футболистом. В декабре того же года состоялся суд над Фернандесом, в ходе которого была подтверждена его вина в похищении Элизы Самудио. В результате он был приговорен к сроку в 4,5 года тюремного заключения. По версии следствия, девушка чем-то шантажировала футболиста, и он решил покончить с ней навсегда. Как вы можете понять, футбол открывает много возможностей молодым парням, но искушений становится еще больше. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео было полезным и понравилось вам, и до встречи в следующих видеороликах. Пока!